Привет! Вы смотрите Апорт подкаст. Это подкаст о сознании и жизни в качестве воплощенного мастера. И с вами я, Ирина Дрофа. Сегодня хочу поговорить о ченнелинге. Я тут накануне уже погуглила, и вот какие самые популярные запросы, что выдает нам поисковик. Ченнелинг — как открыть канал. Ченнелинг простыми словами. Ченнелинг — это секта. И моя любимая — ченнелинг разоблачения. Вот этим мы с вами сегодня и займемся. Вообще, ченнелинг произошло от слова channel — канал, переводится с английского языка. Читаю вам определение из поисковика. Ченнелинг — это осознанное общение контактера с высшим разумом, внеземными сущностями, загрузка и передача данных из информационного поля. Ну а теперь попробуем простыми словами. Представьте, что есть сигнал, который идет откуда-то из источника, и есть его приемник и передатчик. Например, телевизионный канал и телевизор. Телевизор является приемником, в который этот канал поступает, и он эту информацию, которая идет по этому каналу, передает зрителю, получателю в доступной для того форме картинки и звука. Это может быть не обязательно картинка и звук, это также может быть, например, книга, как было в моем случае. Мое первое знакомство с ченнелингом произошло в 2010 году, когда мне в руки попала книга Крайона, написанная Ли Кэрроллом. Крайон — это коллективное сознание. Это не ангел, не учитель, не какая-то личность, которая когда-либо жила на Земле, а это коллективное сознание, которое помогает развивать сознание человечества. И в 2010 году, когда мне попала в руки его книга, я впервые узнала о том, что такое бывает, и что вообще представляет из себя ченнелинг. Кто такой Крайон? Крайон работает с магнитной решеткой Земли и много говорит о перестройке человеческого ДНК. Эти вещи напрямую связаны. Магнитная решетка Земли — это проведение энергии в физику, в материю. И ДНК — это человеческая физика, в которой скрыты огромные возможности. И мы сейчас имеем доступ только к малой-малой части возможностей, которые скрыты в нашем ДНК. И Крайон, как высшее сознание, помогает нам через развитие нашего сознания также и разблокировать, так скажем, наши физические возможности нашего тела. Крайон впервые вышел на контакт со своим ченнелером, со своим вот этим вот приемником и передатчиком Ли Кэрроллом в 1989 году. И с тех пор, до сих пор Ли Кэрролл работает и продолжает передавать послания Крайона. Они набирают популярность. С каждым годом они переведены на огромное количество языков. Написано очень много книг, на Ютубе его очень много. И он ездит по миру с своими, так скажем, выступлениями и в режиме реального времени вживую передает послание Крайона. У Крайона очень такая мягкая, бережная энергия, поэтому его часто путают с ангелом, потому что такая прямая ассоциация, что ангелы нас охраняют, спасают, оберегают. Вот у Крайона именно такая энергия, и все его послания посвящены божественной природе человека, объяснению того, что больше нет необходимости в карме, что мы можем перестать перерождаться и отрабатывать, и очищать нашу карму, что это время кармы ушло. И еще одна из таких ведущих тем посланий Крайона — это свободный выбор. Он много говорит о том, что
человек свободен выбирать, и что человечество, и что мы в целом, как коллектив, как человечество, обладаем свободным выбором, и дело Крайона здесь ни в коем случае не диктовать нам свою волю, если бы она у него была, или свою какую-то повестку, говорить, как правильно, а его роль здесь напоминать нам о том, что мы существа божественные, что мы обладаем свободным выбором, и от нас зависит дальнейшее развитие нас, человечества, как коллектива, и той планеты, которую мы выбрали в качестве своего родного дома. Я бы хотела немножко расширить понимание ченнелинга, потому что к чему я пришла за эти годы, что ченнелинг нельзя понимать в узком смысле, что это обязательно передача информации от кого-то, от высшей сущности, или от ангела, или от какой-то души, которая когда-либо приходила, может быть, на Землю, а сейчас находится не в телесной физической форме. Для меня ченнелинг — это контакт прежде всего с собой. Можно называть как угодно того, кто вещает. Это может быть высшее Я, это может быть ваше божественное начало, это могут быть учителя, наставники, ангелы, если вам так удобнее. Но в конечном сухом остатке, в конечном счете, вы общаетесь с собой посредством ченнелинга. И любой наставник, любой ангел, любое высшее Я — это часть единого целого, часть единого божественного, частью которого являемся и мы с вами тоже. То есть ченнелинг — это не какая-то сверхспособность, это не что-то запредельное, не какая-то магия. Мы с вами все участвуем в ченнелинге, мы все имеем опыт ченнелинга. Например, вдохновение — это ченнелинг. Или озарение, какое-то внезапное понимание, знание того, как оно есть, это тоже ченнелинг. Ченнелинг — это связь, контакт с более высшим уровнем сознания. По сути, ченнелинг — это слышать себя. Не ту часть себя, которая сомневается, которая ищет фактов, ищет подтверждения. Это ум или эго, которое опирается всегда на прошлое. И если мы про эго говорим, то на какие-то свои желания. А ту часть себя, которая больше этого, которая может видеть ситуацию шире, которая божественная, ту часть, которая находится в контакте с целым, с единым. Как почувствовать этот поток? Как, собственно, ченнелить? Нужно отпустить контроль ума. Я знаю, это, наверное, банально и избито звучит, но именно потому оно и банально, что это правда, это истина, и она часто повторяется. Ченнелингу не нужно учиться, хотя есть и наставники, и школы, и учителя, поскольку любое явление, которое становится популярно, о нем многие узнают, и вот появляются в Гугле вот такие вот поисковые запросы, как ченнелинг — это секта или ченнелинг — разоблачение. Это говорит о том, что есть спрос, а когда есть спрос, то он рождает и предложение. И почему бы и нет? Я считаю, что это, наоборот, классно, что есть люди-проводники, люди-учителя. Но чему они учат в ченнелинге? Они учат тому, чтобы довериться, расслабиться. Они учат тому, что ты отпускаешь ум, отпускаешь эго и позволяешь себе быть средством. Вот этим вот телевизором, вот этим вот приемником и передатчиком. Это то же самое, что и в творчестве. Например, у Лиз Гилберт есть отличная книга, которая называется Big Magic, «Большое волшебство». И книга о том, что любая идея, она существует сама по себе, и она приходит к нам как к потенциальному ее воплотителю, воплощателю, воплощенцу. И если к нам пришла какая-то идея, и мы медлим с ее воплощением, то она в какой-то момент может убежать к какому-то другому творцу.
и быть воплощенной через творчество другого человека. И что важно в этом процессе? Важно доверять самому процессу, важно осознавать, что я — это носитель, я — это инструмент, через который идея или информация, или знание должно течь. Соответственно, ченнелинг — это вот этот вот процесс, когда ты отпускаешь ум, на время отключаешь эго, которое сравнивает себя с другими, у которого есть какие-то сиюминутные желания и отвлечения, или есть представление о том, как должно быть. И просто позволяешь себе слышать то, что ты слышишь, записывать те слова, которые тебе приходят, или образы, если это какое-то произведение искусства, картина и так далее. Я помню прекрасную фразу моего друга, которую он часто произносил, и которая мне очень помогла в тот момент, когда вот я как раз открывала для себя ченнелинг, и начинался период моего активного пробуждения. Вот мой друг Виталик говорил: когда вам кажется, вам не кажется. Мне эта фраза очень сильно помогала, потому что мое самое главное сомнение насчет каких-то приходящих мне озарений, насчет той информации, которая мне поступала через ченнелинг, через канал яснознания, как я тогда это называла. То есть я не видела образы, например, но вот у меня очень часто случались такие озарения, что я вдруг раз и знаю. И мне тогда было важно тоже какое-то найти для этого название, какой-то термин. Вот я нашла слово яснознание, оно очень точно определяло то, что я чувствовала. Но по сути это ченнелинг. И я сомневалась, я не понимала, а как мне, собственно, отличить, это сейчас я что-то себе придумала, это мое воображение, это ум или это действительно истина? И вот Виталик часто мне повторял эту фразу, что когда тебе кажется, тебе не кажется. И я ее часто сама себе тоже потом воспроизводила в своей голове, как только у меня появлялись какие-то сомнения. Есть очень простой способ ченнелить, с которого я начинала. Он простой, потому что есть понятный алгоритм, как это сделать. Называется автоматическое письмо. Вы наверняка знаете тоже этот метод. Я его применяю до сих пор иногда, потому что когда есть какая-то такая реальная трудность или проблема, не так легко переключиться с уровня этой проблемы на более высокий уровень. Ты крутишь вот эту вот пластинку одних и тех же мыслей, как консервную банку пытаешься вскрыть этот вопрос, и не так легко. И ты знаешь, что на уровне проблемы проблема не решается. Проблема решается, когда ты над ней поднимаешься. Но как это сделать, блин? Вот, и я до сих пор порой использую такой понятный метод. Это автоматическое письмо. Когда берешь листок бумаги и 2 ручки разных цветов. Одним цветом записываешь вопросы, другим цветом записываешь ответы. Я еще создаю дополнительный антураж, зажигаю свечу, на которую смотрю какое-то время. Музыку могу включить, какую-нибудь такую нейтральную, посидеть, подышать. Это все позволяет расслабиться, а расслабление — это ключ к тому, чтобы вот этот вот канал... Канал, он есть всегда. Просто вопрос в том, приемник включен или выключен. Крышечка у нас тут закрыта или открыта, и мы можем как сосуд в себя пускать какую-то информацию. Возникает следующий вопрос. Окей, вот я ченнелю любым доступным, понятным мне работающим методом, будь то автоматическое письмо, будь то творчество или вдохновение, будь то просто яснознание и озарение, а будь то, может быть, даже контакт с другим человеком, с другим сознанием. Такие варианты ченнелинга тоже есть. Например, когда ищут потерявшихся людей. Как понять, что сейчас не мой ум все мне это тут
предложил всю эту информацию, а это действительно был ченнелинг, это была истина, это был контакт с высшим я, с источником, с мудростью, с божественным или с душой. Во-первых, ченнелинг всегда ощущается как любовь. Он дает такое чувство расширения. Вот это вот как раз ощущение, что ты поднялся над своей ситуацией, над своей жизнью или над тем вопросом, которым ты задавался, и можешь посмотреть на него сверху, с высоты птичьего полета. Кстати, поначалу меня это расстраивало и разочаровывало в ченнелинге, когда я, например, мучилась каким-либо конкретным вопросом. И вот думала, ну как же мне понять? Как же мне прийти к ясности? И, например, садилась писать автоматическим письмом. И выяснялось, что каких-то конкретных ответов, типа дат, имен, мест, источник мне назвать не может. Или мое высшее я, или моя душа. Хочется фактов, а фактов хочется кому? Уму, твоему эго. Так вот, ченнелинг, он все-таки не про это. Он больше про расслабление, про видение ситуации с высоты птичьего полета, про расширение, про ощущение благополучия. Вот если у вас после автоматического письма или любого другого вида ченнелинга возникает ощущение, что все хорошо при любом раскладе, в любом случае, все хорошо во всем творении. Вот это означает, что то, что вы сейчас сделали, было действительно ченнелингом. Когда вы ощущаете себя больше, когда у вас больше любви, когда вы расслаблены, вот тогда это верные признаки ченнелинга. Ченнелинг дает свободу. В ченнелинге нет места страху. Никогда информация, которая вам придет, не будет наполнена страхом или сомнением. Ченнелинг, вот Крайон, вот прям отличный, красивый пример ченнелинга. Если не смотрели, очень рекомендую. На Ютубе найдите. Он вот весь вот такой вот про поддержку, про такое обнять мыслями, обнять словами, обнять голосом. И когда вы будете сами ченнелить, неважно, опять-таки, кого, как вы это назовете, будь то ваша душа, будь то ваш ангел-хранитель, высшее я, или источник, или божественное, вот вы почувствуете вот эту вот энергию, как будто бы вас что-то большое, любящее, безусловно, обнимает. Вот тогда это ченнелинг. Так зачем он нужен, можете вы спросить, если конкретных дат и конкретных имен и мест не получить через него. Это, по сути, форма медитации в еще более сладком ее виде, я бы так сказала. Ченнелинг действительно не дает инструкций, не скажет вам чаще всего, что делать, а иногда и скажет, у меня бывают ситуации, когда, опять-таки, во время ченнелинга приходит это вот озарение, если я, например, занимаюсь автоматическим письмом, или если я просто пошла гулять и задала себе вопрос, вот какое-то намерение. Я могу идти гулять, вдруг раз, у меня начинает щелкать идеи, понимание, знание, что вот так надо поступить. Такое тоже бывает. Но самое главное в ченнелинге — это не то, что он дает какие-то инструкции, он их не дает. Но он дает четкое ощущение вашей собственной силы, вашей собственной божественности, огромности. Он напоминает вам о том, что вы сами все знаете, вы сами знаете, как нужно, как правильно для вас, как хорошо. И одно вот эта поддержка, что, дорогой, дорогая, ты все можешь, ты знаешь, всему свое время. Вот для этого нужен ченнелинг. То есть ченнелинг — это не способ сбежать от реальности. Это не способ найти ответы где-то вовне. Ченнелинг — это, наоборот, возвращение к
себе, возвращение в самую глубокую правду о себе. И это напоминание о том, что ты уже мастер, ты уже знаешь. Нужно просто расслабиться, сделать вдох-выдох и послушать.